love you more. For this song we have two versions, Chinese and Japanese. Which one you want? Japanese! Okay, Kazakh. Друзья, всем привет! 16 апреля столица Чешской Республики Прага принимала эстафету Арнау Димаша Кудайбергена. В интервью Димаш Ньюс артист поделился, какие чувства у него вызвало долгожданное возвращение с сольным концертом спустя 2 года пандемии. Итак, яркое и захватывающее шоу завершилось в сердце Чехии. Димаш поделился, что возвращение с сольным концертом спустя длительное время после пандемии вызвало у него невероятные чувства, несоизмеримые ни с чем. Да, за 2 года пандемии я выступил на различных премиях, на фестивалях, но возвращение с сольным концертом – это совершенно другие эмоции. Атмосфера более родная, особенная. Поэтому я, конечно же, хочу поблагодарить всех Diaz за любовь и поддержку, которые они всегда мне дарят. Love you very much. Thank you very much. Love you too. Love you very much. Thank you. На вопрос, не была ли за это время утеряна связь с фанатами, Димаш сказал: довольно сложно ответить на этот вопрос. Даже находясь в разлуке, я, конечно же, чувствовал любовь и поддержку Diaz. Thank you very much. Но некие переживания все же присутствовали. Однако стоило мне выйти на сцену, как все тревоги вмиг улетучились. Прошедшие концерты показали, что наша связь с Diaz все такая же крепкая, даже несмотря на то, что мы потеряли 2 года из-за пандемии. Руководитель творческого центра Димаш Али Канат Айтбаев также поделился эмоциями о возвращении в концертную атмосферу и рассказал о том, как проходила подготовка к концерту. Как вам известно, из-за начавшейся в 2020 году пандемии мы были вынуждены приостановить тур. И, конечно, для нас большое счастье иметь возможность вновь его продолжить. Мы счастливы встретиться со зрителями, поклонниками творчества Димаша, а также с нашими коллегами из разных стран. Все мы объединились и с большим удовольствием работаем над одной программой, ставшей для каждого из нас по-настоящему особенной. Эмоций очень много, и все они исключительно положительные. Ведь концерты – это то самое средство, которое всегда призывает к добру и единению.
Также Канат Айтбаев добавил, что несмотря на локдаун, команда Димаша продолжала работу, оставаясь сплоченной и не теряя друг с другом связь. С того момента, как началась пандемия, мы ни на секунду не теряли связь ни с технической, ни с творческой частью нашей команды. Ребята всегда общались друг с другом онлайн, много репетировали по видеосвязи. За 2 недели до концерта в Дубае наша творческая команда прилетела в Нур-Султан, где начала готовиться к предстоящему шоу. Репетировали много и очень основательно, что помогло довольно быстро войти в прежнее русло. Концерт на Тип Спот Арена начался взрывом эмоций с первых аккордов и не отпускал зрителя до самого финала. Самое запоминающееся – это, конечно же, выход на сцену, говорит Димаш. Те самые заветные первые минуты встречи с моими Диас, когда я вижу их улыбки и слышу голоса. А также самые последние минуты концерта, когда я вижу, что зал не устает поддерживать меня даже спустя 3 часа концерта. И я за это очень благодарен. Сами знаете, слушать 3 часа подряд музыку не очень-то просто. Поэтому для меня всегда радостно видеть, что под конец концерта энергетика в зале такая же сильная и мощная, как в самом начале. Не могут жить в разлуке. Программа шоу была построена таким образом, что ни одна минута не выпадала из общего контекста программы, а яркие динамичные номера сменялись лирическими и смысловыми произведениями. На вопрос, во время какой композиции вы испытываете наибольшую связь с Диас, Димаш ответил: «Думаю, во время СОС. Все-таки именно после выступления с ней во время I'm Singer меня узнали во всем мире, и я обрел такой чудесный фандом».
И, конечно же, Дайди Дау. Я действительно всегда мечтал услышать, как эту композицию будут исполнять люди из разных стран мира. И когда я слышу, как Диас поют ее на концертах в унисон со мной, чувствую ту самую особенную связь между нами. Thank you very much. Thank you. Thank you. Love you very much. Dear ladies and gentlemen, let me introduce our dance team. We need your voices, really. They need your support. Best of the best dancers from Riga! Концерт прошел словно встреча одной большой семьи. Димаш щедро делился своей энергией со зрителями, много импровизировал, шутил, привлекал поклонников к совместному исполнению песен. Поздравил Диас, которая подошла к сцене с букетом с днем рождения, исполнив акапелла «Happy Birthday to You». Впервые дирижер Димаш организовал зрителей на распевку в 3 голоса на казахском языке. И многотысячный хор Диас удивил своим звучанием самого артиста и музыкантов. «Вы моя семья», – сказал Димаш в финале шоу, и это было абсолютной правдой. Димаш и вся большая интернациональная команда благодарит поклонников за внимание и поддержку, ждут новых встреч со зрителями, готовят следующие выступления и планируют продолжение концертных программ. Сейчас творческих планов очень много. Димаш активно работает над новыми песнями, пишет собственную музыку, надеясь как можно скорее представить свои произведения любимым слушателям. Это будут песни на разных языках, некоторые в соавторстве с зарубежными композиторами. Можно сказать, что положительных моментов в творчестве, которые обязательно порадуют поклонников, будет предостаточно. Также в планах несколько новых концертов. Нам поступают различные предложения из разных стран, которые мы сейчас рассматриваем. И когда все станет известно, мы сразу же оповестим об этом наших дорогих слушателей, поделился Канат Айтбай. Mighty